предприниматель это такая истота, которая совсем разберется. Вот, и чем сложнее, тем потом прочнее будет успех и тяжелее будет потом этого предпринимателя сбить. Если он уже залез на верхушку, попробуй его достанет. И я никогда не хотел остановиться. Вот. Единственное, что больше хотелось бы, конечно, заниматься экономикой. Больше, конечно, захотелось заниматься просвещением экономическим, вот, проныванием мифов, да, потому что, к сожалению, они вот настолько вот плотно засели в головах людей, и это настолько тормозит наше общество, тормозит всю вот, экономику, в том числе тормозит страну, в которой я хочу жить и хочу видеть ее прекрасно. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях. Вообще как-то оно обидно. Вот раньше, когда там телевидение, прямой эфир, можно было сделать вид, что так подводить долго к мысли, что вот у нас в гостях, тянуть паузу. Все бы думали, кто же это у нас в гостях, или на радио, там тоже когда не видно. А в YouTube все плохо, потому что уже и Max.res Default почитали, и описание почитали, и тебе еще и тизер перед этим видео посмотрели, и уже все знают, кто у нас в гостях. Даже можно и не представлять. В общем, как-то грустно. Нет, проклятые капиталисты все портят. Все портят. Вот эта эра YouTube, она все портит. То есть даже не знаешь, как так красиво подвести. Поэтому подводить ничего не будем. Все уже видят и знают, что у нас Владимир Поперечнюк. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Дмитрий. Да, нас зрители просто давно просили, у нас на самом деле хотим Поперечнюка, у меня в Телеграме. Письма прислали? Письма шлют, хотим Поперечнюка, и все, хотим, чтобы вы с ним общались. Хватит этих старых теоретиков, давайте практику. Сколько можно вообще? Не говорить. Говорить о теории. Давайте практику. Поэтому мы будем о практике. Вот, кстати, вопрос из практики. Вот как изучение австрийской экономической школы и вообще либертарианские взгляды помогают в жизни бизнесмена? Или наоборот мешают? Не, на самом деле помогают, как это ни странно, потому что предприниматели, они не обязаны знать, как работает экономика. Второй секрет, 99% и не знают, и никогда не узнают, и им это не мешает, не помогает. Если ты талантливый предприниматель, создаешь какие-то продукты, делаешь хорошо потребителем, зарабатываешь себе деньги, дальше ты можешь чудить, может быть социалистом, коммунистом, но при этом ты как меняешь роли, да, то есть тут роль отца у тебя, тут у тебя роль социалиста, тут роль у тебя капиталиста, предпринимателя, и человек незаметно для себя меняет эти шапки, вот. И он очень часто предприниматели защищают налоги, защищают протекционизм, защищают там регулирование, лицензии. Иногда это продиктовано личной выгодой, но чаще я смотрю, что это даже не личная выгода. То есть они даже этого не понимают. Вот или им кажется, что если будет государство их защищать, будет запрещать импортным товарам, им будет лучше. На самом деле все не так. Вот, даже на их практике мы говорим, ну подождите, ну ты же работаешь на разных рынках. Да, на разных. Ну то есть ты уже вышел на тот рынок, ты уже можешь конкурировать с иностранными компаниями, чего ты боишься? Ну вот я боюсь, они все сильные, так ты же там. Это очень много нелогичности, поэтому предпринимателю, успешному предпринимателю откровенно не нужно знать экономическую теорию. Но мне кажется, что мне лично она помогает, да, потому что я не только внутри своей системы, не только внутри компании, я еще иногда как бы выпрыгиваю, выпорхиваю снаружи, смотрю это на все сверху. Часто даже когда общаюсь с людьми, говорю, ну вы смотрите, говорю, вы должны получить прибыль. Они почему? Говорю, потому что, говорю, убыток это грех. Какой грех? Говорит, ну да, это грех. Говорю, если вы получаете убыток, это означает, что вы ресурсы общества растрачиваете впустую. Вы должны получить доход, вы должны принести пользу обществу. Чем больше будет у вас доставок, чем больше у вас будет объем, тем больше людей вы осчастливите. И чем меньше будут затраты при этом, тем меньше вы будете расходовать ресурсы общества. И так они понимают, да, то есть вот вы меньше сожжете бензином, меньше там экологии навредите. Опять же. Да, опять же, да. Но создадите людям продукт. Поэтому мне лично это сильно помогает. Плюс, когда я смотрю на вот эти все, особенно финансовые кризисы, на инфляцию, смотрю на денежную массу,
я понимаю, как мне надо реагировать. То есть я понимаю, что может быть, да, потому что, в принципе, ну, мы прекрасно видим последствия этого регулирования. Поэтому я считаю, что мне это помогает. Но большинство людей, они как-то вот работают себе без знания этой австрийской экономической школы. И Вот. работает все. Работают, да, как-то вот, ну, посмотрим. Вот время расставит все по своим местам. Ну, многие ж, мы уже как-то говорили, что многие ваши коллеги не хотят отмены налогов, не хотят отмены лицензирования, не хотят отмены государства, а наоборот топят всячески за то, чтобы государство было как можно больше, думая, что им это поможет. Вот незнание теории, оно как-то ухудшает же их тоже положение. Ну, это объяснимо, когда человек уже достиг, ну, там есть, что ему есть лишние деньги, есть лишнее время, он начинает думать о высоком. Ну, а что о высоком, он смотрит в окно, вот там у меня люди как-то не очень богато живут или видят какую-то несправедливость. И первая реакция это давайте будем налоги, давайте будем раздавать бедным. Хотя можно начать с себя. Возьми, отдай все своим сотрудникам, рабочим. Вот, возьми, там, не получай прибыль, отдавай свою зарплату, отдай свой кабинет для рабочих. Поэтому люди, опять же, многие непоследовательны. То есть они хотят быть добрыми за чужой счет. То есть они хотят все дать людям, но чтобы это не я дал, а чтобы это они дали. Да. Поэтому то, что многие предприниматели являются такими социалистами, это тоже объяснимо, почему, откуда вообще родился социализм, да, откуда вообще родились эти вот забота о людях, забота о пролетариях, почему Карл Маркс с Энгельсом ходили по заводу своего папы. Вот, и им было так жалко этих рабочих, которые вот, были угнетены, не думая о том, а где эти рабочие взялись. Да, если они сюда приехали, очевидно, что раньше было еще хуже. Вот, поэтому я думаю, что это тоже все объяснено, и люди, у которых есть что есть, нельзя сказать, что они с жиру бесятся, но у них начинается вот проявление, вот надо подумать о чем-то высоком. И как раз австрийская экономическая школа хорошая очень, надо их туда направлять, чтобы они читали, посмотрели. Во-первых, они осознали, что даже их деятельность предпринимательская, она несет добро. То есть я многим предпринимателям первое, что говорю, вы поймите, вы добро. Вы позитивный персонаж, вы не просто барыга, вы не просто там клятый капиталист. Вы человек, который развивает планету, вы человек, который создает. Вот, вы человек, который, в принципе, все улучшает. И они такие вот даже мне не верят немножко. Вот. Да, не может быть, я все вроде как вот клятый капиталист, вот, а тут ты мне рассказываешь, что, оказывается, я позитивный герой. И через это иногда у меня многие друзья мои, действительно, вот они вот прислушиваются, и потом как-то мне рассказывают, ты знаешь, там, я с тобой согласен, или мне там что рассказывают, вот здесь вот чиновники там плохие и так далее. Я слушаю, говорю, понимаю, о, хорошо, идет, процесс идет, да. Ну, ладно. Будем надеяться, что они будут смотреть наш канал и, может, что-то поймут. Раз времени читать все равно нет. Ну, может, хоть посмотрят. Надо много смотреть, чтобы... Много смотреть, да. Я думаю, что ваш канал, он больше создан для людей, которые уже там, уже стали на этот путь, да, и они хотят развиваться, хотят улучшать себя, поэтому... Ну, будем что-то пробовать делать и для тех, кто еще не понял. Хотя у нас теперь уже 2000 подписчиков, просто бешеный результат, это уже на 1000 больше, чем я ожидал. И теперь уже прибегают самые разные персонажи, то есть появляются среди зрителей и высказывают в комментах свои там коммунисты прибегают, левые анархисты прибегают. Кто только не прибегает. Что только не узнаешь нового. Мы так живем в своем как бы коконе все это время, а тут прибегают со стороны люди. И значит, они вас не слушают. Да. Они вот комментируют, но не слушают. Ну, пока, да, они какое-то одно видео короткое вот пришли, увидели, ну ничего, может быть, следующие посмотрят. А я им сразу говорю, смотрите сразу уже все, весь плейлист. Хотя бы коротких видео, а там будем дальше разговаривать. Ну ладно, зрители, это... А давайте о Новой почте. Давай. У вас сейчас отделение уже в 16 воеводствах. Открыли же? Да, во всех воеводствах. Во всех воеводствах уже есть. То есть Польша, галочку можно поставить. Теперь еще открыли и в Литве.
первое же отделение. И, насколько я понял, у вас в планах 200 отделений в 30 странах до 2025 года. А зачем вам это нужно? Это же по большому счету это убытки. Вот сейчас, ну, когда война идет, денег мало, а вы вкладываетесь в развитие. Кормим Европу. Кормите Европу, непонятно зачем. Не, ну, во-первых, убытки, мы не позволим быть убытком, на самом деле, поэтому как раз наша работа, чтобы не было убытков. И как раз понимание австрийской экономической школы, понимание, что убыток это грех, как раз меня мотивирует, вдохновляет на то, что там была прибыль. А тем более сегодня действительно, как я говорю, европейцам, говорю, Европа должна нас кормить, а не мы Европу. Надо понимать, что то, что мы сейчас открываем отделение, это не совсем международная экспансия. Многие путают, говорят, о, наконец-то новая почта вышла на международный рынок. На самом деле это не совсем выход на международный рынок, это можно сказать, предложение украинской новой почты в мир. Потому что по-хорошему мы идем к нашим клиентам. Мы идем за нашими клиентами. Как мы примерно оценили, еще раз говорю, цифра взята с потолка, 10 миллионов украинцев живут за пределами Украины. Такая экстерриториальная еще одна Украина. И эти люди уезжали с Первой мировой войны, со Второй мировой войны, там, то есть много-много поколений, и люди же уезжали и до войны. На самом деле активно и давно, и очень много, и миллионы людей живут там. Поэтому прежде всего это как бы расширение нашей деятельности туда на запад. Но это те же отделения, по сути, они лучше, конечно, мы там очень много делаем инноваций, как раз внедряем. То, что мы здесь не сделали, мы там делаем, потом реэкспортируем обратно в Украину, а там экспериментируем много с приложениями, с технологиями, со всеми, работая с клиентом. Когда ты открываешь новое отделение, и у тебя там 20 посылок, то каждая посылка на вес золота. Ты ее следишь, как она идет, с каким маршрутом, сколько она проходит. Если она переехала очень быстро, там звезды сложились, таможня нигде ничего не заблокировали, даже звоним клиентам, говорить, вы знаете, вот мы доставили вашу посылочку за 3 дня, похвалите нас. Да, или наоборот, вы знаете, у нас трабл, пожалуйста, вот там промокод, придите еще раз бесплатно. И в хорошем случае придите еще раз, потому что мы хороши, в плохом случае придите еще раз, потому что еще раз попробуйте. Поэтому это такое вот расширение нашего бизнеса украинского. Вот. Конечно, это первый этап, потому что второй будет, естественно, мы немножко укрепимся и будем там уже работать непосредственно с местным населением. Дальше посмотрим. А уже можно делать вот первые выводы о разнице о том, как вести бизнес в Польше и в Литве, например? Да. Потому что Польша и Литва, они обе в Евросоюзе, но существует везде национальная специфика. Смотрите, вот я собираюсь сделать рейтинг Doing Business by Нова Почта, потому что сам рейтинг его уже не существует, Doing Business Мирового банка. К большому сожалению. И к какому выводу я пришел? Я выводу пришел, что на старте бизнес там делать гораздо сложнее по причине очень простой. Ты не можешь просто открыть юридическое лицо, ты не можешь просто так открыть банковский счет. Надо получить разрешение, надо получить лицензию во всех странах. И огромная беда, это, конечно, таможня. Я вот хвалил, я считаю, что таможни должны быть ликвидированы, да, они должны мешать торговле. Но скажу страшную вещь, что украинская таможня намного лучше, намного операционно совершеннее, чем там польская или литовская таможня. Литовская таможня вообще у нас там, к сожалению, идет такой несколько недель, просто трабл, там все заблокировано, там переблокировано, там брокеры, там, и я занимаюсь этим, ночами не сплю, вот этими процедурами. То, чего нет у нас в Украине, из Киева в Полтаву, к счастью, нет границы, нет таможни. Вот, хотя те, кто считает, что она должна быть, поставьте границу, таможню между Киевом и Полтавой. И тогда будете собирать деньги, и будут развиваться полтавские компании, киевские компании. Поэтому это все вредит. И на первый взгляд условия для бизнеса там хуже. Мы более инновационные. Допустим, чтобы получить там директора, должен был, он сам украинский гражданин, но живет в Германии, но открывает юридическое лицо в Чехии. И ему нужно принести справку о несудимости из Украины и из Германии. Так вот, в Украине справка о несудимости оказалась, ты получаешь ее в ДИИ там, за 30 минут, а в Германии 3 месяца. Получить справку о несудимости. И вот с такими вещами начали сталкиваться, вот такими вот не бизнесовыми, да, вот открывающими.
И тут, когда я говорю, вы знаете, что в Украине бизнес делать легче, чем в Чехии или в Польше, мне сразу на меня нападают и говорят, нет, что ты такое несешь, ты же сам себе противоречишь, ну как, вот ты же сам говоришь, сделайте на условия для бизнеса, и тут раз ты говоришь совершенно другое. И я сам задумался, думаю, ну как такое может быть? Ну не может такого быть. Потому что вопрос следующий, почему тогда инвестиции не текут в Украину? Если здесь все так хорошо, почему тогда здесь нет экономического бума, инвестиций и так далее? И я начал разбираться и для себя пока нашел ответ следующий. Что, во-первых, мы еще не начали строить ничего в Польше. Если бы мы строили, мы бы столкнулись более глубоко. Второе, я думаю, когда мы пройдем эти первые этапы внедрения в этот бизнес-сообщество, получим юридическое лицо, наконец откроем банковский счет, который просто закручивают гайки центральные банки. То есть это не то, что там именно польское там законодательство, это в принципе вот эти центральные банки все закручивают другие банки. Это как бы отдельная сфера. Это же они, собственно, и просят у тебя справку о несудимости, да, то есть, бред. Я думаю, что потом будет легче, это раз. И второе, самое главное, я начал понимать, что, да, там тяжело стартовать, начать. Во-первых, потому что ты иностранец, тебе так относятся очень так подозрительно, вот. А второе, это право частной собственности. То есть я думаю, что открыв компанию в Украине, иностранный какой-нибудь инвестор, он считает, что он может ее потерять. Ну почему? Потому что он слышал про суды. Он слышал про рейдерские атаки, которые, может быть, были 10 лет назад, может, сейчас там что-то остается. Вот. Он понимает, что законодательство здесь такое запутанное, что ты ничего не сделаешь. И поэтому я думаю, что главная причина отсутствия инвестиций в Украину, до войны, скажем так, это условия сохранения частной собственности. То есть защита прав частной собственности. И вот это вот то, что отличает нашу страну, которая формально свободнее для начала бизнеса, свободнее от западного мира, скажем так, это право частной собственности. То есть у тебя завод никто не заберет, у тебя их никто не рендернет пока. Вот. И там более-менее законодательство, да, оно жесткое, оно получается там не либеральное, но, по крайней мере, оно не запутанное, чтобы там чиновников не было где там поживиться всегда. Поэтому я буду дальше это изучать, этот феномен. Вот. Но на данном этапе просто открыть компанию, просто открыть банковский счет, это уже проблема. Конечно, это проблема тех стран, где мы не можем это сделать, потому что мы уже зашли, работали в той же Чехии, допустим, и приносили пользу обществу, приносили пользу Украине, приносили пользу чешским гражданам, вот. Но вот они не дают это делать. Еще одна проблема – это аренда помещения. Вот в Германии, чтобы зарендовать помещение, во-первых, ты даешь список им, что там от 7-го колена, свою родословную должен показать, ту же справку о несудимости, ты же шучу уже там, я уже говорю, анализы еще надо поздавать. Но у нас такая проблема, мы ввели переговоры на Александрплац с отделением в Берлине, потом бах, пропал брокер и пропал властник этого примещения. Вот взял и пропал, трубки не берут. Сейчас мы ищем новое, там нашли новое помещение, поэтому вот со стартом не просто. Почему-то мы привыкли здесь, хоп, открыл банковский счет, хоп, открыл юрлицо, хоп, открыл то, открыл хопа, и это надо ценить, между прочим. Вот. А наши же берут пример с Европы. Вот надо делать как у них, надо тоже 3 месяца открывать или полгода, чтобы открыть дееспособное юридическое лицо. И справки надо брать с судимости, чтобы открыть счет. 100 лет назад в Европе ничего этого не было, поэтому тогда и было все гораздо проще. Потому что не было это все регулирования, и поэтому нужно рассмотреть не на Европу сейчас, а на Европу вот 100 лет назад. Вот и даже больше, вы знаете. И даже больше, даже 200 лет, да. Надо смотреть, это промышленная революция вот оттуда. Потому что даже уже 100 лет назад, это был 923 год, уже в принципе, они уже 50 лет, как уже на тормоза нажимали уже. Поэтому надо смотреть чуть дальше, там 200 лет примерно. Но насколько крепкая экономика, когда 100 лет уже душат, а все равно народ как... Да потому что эти предприниматели, их же нельзя задушить. Они не убьют. Да, вот их невозможно задушить, убить. Вот из-за них все проблемы, из-за этих предпринимателей, капиталистов, потому что они, что бы ты с ними ни делал, они продолжают работать и развивать общество, и делать богаче всех.
Кстати, мы если начали говорить об аренде, ведь кроме новой почты за границу пытались уйти. Ну, положительный опыт — это Монобанк. Ну, понятно, они вообще виртуальный банк, им, наверное, проще в этом отношении. Они нашли партнеров и работают за границей. Теперь наша Ряба вышла за границу. Это фактически и все из украинского бизнеса. А ну что, Сельпо выходит? Так, ну, вот я, кстати, вот к Сельпо и подвожу. Сельпо с лета проводит переговоры. Они не могут найти помещение, они не могут арендовать. У них проблема в том, что они не могут найти помещение. Вот физически не получается. Я не знаком с их проблемой. Я знаю, что у нас такая проблема. Вот. Ну вот у них не получается, потому что они постоянно заявляют о том, что они в Польше находили одного брокера, второго, то есть с ними кто-то вели переговоры, но так у них ничего и не получилось. Непросто. Вообще предпринимателю нигде не просто. Ни в Украине. Везде всем он недоволен. Этот предприниматель, что в Украине, что в Польше, что в Германии. И, кстати, а вы работаете, вы открываете в каждой стране новое юридическое лицо. Да. А нельзя открыть, скажем, в одной стране Евросоюза юридическое лицо, а потом... Нет, ну смотрите. Я просто не знаю законодательства Европы. Мы смотрели все варианты, и как открыть, допустим, польскую компанию, что польская компания делает филиалы в всех странах. Но мы занимаемся деятельностью почтовыми услугами, оно все везде лицензируется. У нас, кстати говоря, не лицензируется пока. Хотя закон приняли. Вот. Да, они зажимают, но они же берут пример, хорошие примеры берут, да, с Европы. Поэтому, скорее всего, когда-нибудь будет у нас лицензия. И поэтому, когда меня сейчас обвиняют, меня там говорят, а вот вы монополист. Я говорю, подождите, рынок свободен, пока. Говорю, нет лицензии, пока. Пожалуйста, заходите, работайте. Я говорю. Вот когда будет лицензия, тогда уже можете меня уже обвинять, но еще раз говорю, это не я их эти лицензии принимал, это вот они принимали. Вот, поэтому... Я их об этом не просил. Я их не просил, да. Вот. Хотя, еще раз, любое регулирование, любое государственное регулирование, оно ведет так или иначе к какой-то монополизации, к уменьшению количества игроков, потому что если у тебя двери и барьеры стоят, у тебя меньшее количество игроков придут на этот рынок. Поэтому мы приняли решение открывать юридическое лицо в каждой стране, мы решили решение налаживать контакты с каждой службой этого, мытно-брокерскими процессами, с каждой. То есть это сложный процесс, но мы поняли, что если мы это сделаем, это несет очень много затрат, сил. Многие наши менеджеры не хотели. Они хотели как-то по-легкому. Давайте в одном месте откроем, с одного места будем. Логично, вполне. Да, они логично. На самом деле мы идем более сложным путем, как я говорю. Нормальные люди срывают низковисящие плоды, а мы сначала лезем на верхушку дерева, вот, срываем там, вот, а потом уже спускаемся, ой, здесь уже плоды висели. Вот, поэтому мы сказали, мы не будем искать легких путей, мы будем искать в каждой стране, открывать юридическое лицо, банковский счет, даже если на это уйдет полгода. Потому что по факту, оказывается, дееспособное юридическое лицо это полгода, чтобы, в принципе, там, начать работать полгода. Ну, в Эстонии, например, достаточно просто открыть юридическое лицо, даже для иностранцев. Вот смотрите, вот это мы посмотрим. Вот мы посмотрим. Вот мы, когда Литву запускали, это был один из лучших запусков. Вообще Литва мне очень понравилась как страна, она вообще настолько приветливая к Украине. То есть вот в Польшу приезжаешь, там везде украинские флаги. А Литва вообще оказалась какая-то вот просто братская страна. Вот посол мне объяснил, что это потому, что у нас нет общей границы. Потому что мы не соседи, говорит, поэтому у нас отношения намного теплее. И мы сильно сейчас уперлись в таможенные эти процедуры. Хотя все было идеально, мы открывались идеально, все было просто, вот мы все предусмотрели, а потом раз и споткнулись на вот этих вот таможенных процедурах, сейчас их решаем. Налоги вас еще пока не волнуют, потому что это все-таки через год где-то. Вы столкнетесь с налоговым законодательством каждой страны. Я буду изучать налоговые, реальные налоги, которые мы платим. Я буду изучать это все. Я думаю, что мы плюс-минус одинаковые по размерам налогов. Вот. Я думаю, что разница будет как раз в администрировании. Я это все сообщу. Я этот рейтинг опубликую, мы его отработаем, все сообщу. Сейчас пока я борюсь вот с началом открытия бизнеса там и с таможенными этими всеми процедурами, потому что я 2 таможни прохожу. Каждую посылку декларирую там 16 тысяч кодов. Ты должен там взять это платье джинсовое или платье там хлопковое. Ну, это честно. Конечно, желание первое, это, во-первых, сразу вступить в Евросоюз, чтобы не было этих границ. Вообще первое желание. Вообще эти таможни,
не переношу, в принципе. Ну, приходится играть по этим правилам. Тут придется для эксперимента отправить посылки с Польши в Литву, из Литвы в Польшу, чтобы проверить, как оно без таможни проходят посылки. Но оно без таможни не проходит. У Ну, нас всё равно- 2 таможни проходят. Это. Но мы налаживаем же процессы и стараемся, чтобы Ну, то есть быстрее пока было. вы же работаете там Польша, Украина, Литва, Украина, а если работать Литва, Польша, посылки пересылать, Это второй этап. тогда можно Не- будет не- проверить, как оно без таможни. А работает. там все будет проще, но это другой бизнес, это другой сегмент. Ну, кстати, пока в Польше и в Литве там... Это низковисящие плоды, кстати. Да, это нас пока не интересует. Да, Это- нас- это да, очевидно- это очевидный и слишком легкий очевидно. путь, да, мы Это- так не идем. Это легкий путь, это Да. для слабаков. Да, это для слабаков и трусов. Мы только сложные вещи. не Мы работаем. Да, мы так не работаем. нет. Понятно. А в Литве и в Польше пока к украинцам хорошие отношения, то есть вас там встречают, везде флаги, то есть открываете бизнес, ла-ла-ла, тополя, все понятно. Но очевидно, что протекционизм — это ж наше все. Любое государство занимается протекционизмом Мгм. и закрытием собственных рынков, как в истории с фермерами, Мгм. когда Зеленский тоже между обнимашками Пообещал разобраться. пообещал разобраться с украинскими с этими фермерами, негодяями, которые перенаправили зерно, потому что закрыты морские порты, поэтому все закупили грузовики и возят зерно в Европу, и теперь в Европе бедные фермеры страдают. Вы не боитесь, что вы тоже столкнетесь с такими же сложностями? Нет, но сейчас мы не столкнемся, потому что, первое, сейчас мы, во-первых, услуги. Услуги тяжелее контролировать, вот, тяжелее, их нету склада услуг. Вот, поэтому на данном этапе мы работаем с украинцами исключительно. Вот, 90%, скажем так, наших клиентов это украинцы. Украинские компании. Или которые с Украиной связаны компании. Вот. Дальше посмотрим. Вот. Понимаете как, вот предприниматель это такая истота, которая совсем разберется. Вот, и чем сложнее, тем потом прочнее будет успех и тяжелее будет потом этого предпринимателя сбить. Если он уже залез на верхушку, попробуй его достань. Поэтому, скажем так, это не те проблемы, на которые я обращаю внимание. То есть я, когда говорю, давайте разрегулируем, давайте уберем налоги, я не про себя, если честно. Вот. Я тоже, мне тоже было бы интересно, лично для меня это, но для меня главная проблема в бизнесе – это получить прибыль. То есть все эти открытия юридических лиц, работа с таможней, это все, да, это полгода, да, ты тратишь нервы, тратишь деньги, ты увеличиваешь свои затраты, но это все решаемо. А главное, все-таки вопрос, это все-таки как получить доход, как удовлетворить клиента, как оптимизировать процессы. Поэтому предприниматель, он все равно будет делать бизнес. Да, этих предпринимателей будет меньше, чем могло бы быть. Понятно, что и цены будут выше, соответственно, спрос будет меньше из-за этого. Но предприниматель как-то разберется. Я меньше всего переживаю за предпринимателей, знаете, в обществе. Меньше всего их защищаю. Когда мне говорят, вот ты там хочешь, ты не хочешь предпринимателям, чтобы помогали. Я говорю, конечно, я не хочу, нафига им помогать? Я говорю, они сами себя, эти люди сами разберутся. Вот, не надо им помогать. Наоборот, говорю, помогать предпринимателю, это его гробить, это раз. А второе, ты же эту помощь, чиновник, где он же из кармана не вытягивает, он же берет у другого предпринимателя. И поэтому я за то, чтобы, то есть я бы не думал о предпринимателе, вообще бы не заботился о нем. Вот, и наоборот, подходил бы к предпринимателям потребительски. Ну, если бы я был, допустим, королем, да, там каким-то. То есть есть какие-то борсуются под ногами, там, развивают экономику, увеличивают благосостояние всех. Что нужно сделать? Нужно открыть шлюзы. Нужно убрать все налоги для этих буйных, убрать все регулирование. И пускай будет их много, этих предпринимателей, пускай они конкурируют. Вот, там слово есть такое даже кровавая баня, там, да, условно некрасивая, но люди почему-то. И эти люди, они поднимут все что угодно. То есть это на самом деле, там энергия бесконечна. Это термоядерная вообще, энергия, она все что хочешь, любую страну поднимет. Ну, сейчас, если 10 миллионов украинцев в Европе... Надо сказать так, меньше о них заботиться, лучше вообще убрать от них все. Полностью убрать в ноль налоги. Вот просто даже сегодня можно, даже при том, что сегодня
есть государственный бюджет, есть армия, есть все. Даже сегодня можно убрать налоги с деятельности и повесить на физиков. Пускай физики себе там хотят платить, пускай платят. Вот есть лицо, фамилия, имя, домохозяйство. Вот пускай оно там, каждый скидывается какой-то суммой там на расходы государства. Окей. Во-первых, вопросы будут хорошие у этих людей сразу, а куда мои денежки личные ушли. А предприниматели оставить в покое. Пускай они себе работают. Пускай поднимают целину. Контрреволюционные вещи просто какие-то говорят. Да вообще. Да, вообще. Представляете, если физики все будут платить, то есть каждый человек раз в год, не как бизнес раз в месяц, а раз в год будет приходить, подписывать декларацию, а потом раз у него список. Там, я против декларации, на самом деле. Сейчас же я даже прочитал вчера новость, что хотят как раз мою идею, украли мою идею, но чтобы физик домохозяйства делал декларацию, чтобы сравнивались доходы, расходы. Вот это будет, конечно, это жесть будет на самом деле. Потому что идея в том, что нельзя налогооблагать деятельность, нельзя налогооблагать прибыль, нельзя налогооблагать зарплату человека. Вот. И тут, еще раз говорю, я вообще против налогов, но если уже можно сегодня прям поменять налоговую систему, но надо менять, убрать зарплаты, доходы, расходы, убрать деятельность любую. И вот есть либо пофамильно, подушный, да, налог, либо можно даже там домохозяйство там, от площади, которую он занимает. Живет там какое-то хозяйство там на гектарах, да, там у него там собаки, там все, там кони, лошади, там все, озера, ну, заплатит пускай с этого домохозяйства. Но мы не знаем, он зарабатывает, он не зарабатывает, кто там живет. Вот это была бы система, на мой взгляд, именно как заменитель сегодняшней, максимально бы справедливой, с одной стороны, хотя как справедливый грабеж не бывает, ну, минимально, скажем так. Вот. А второе, это бы не вредило как раз вот этим предпринимателям, которых вообще надо освободить. Ты хочешь кофейню открыть? Да пожалуйста. Хочешь снимать? Пожалуйста. Хочешь производить? Пожалуйста. Возить? Пожалуйста. Не... Ты хочешь... Человек встал с печи и пошел что-то делать. И тут раз пришли, давайте его налогооблагать, подключим его проводками, да, чтобы ему тяжелее работалось. Ну как, ну это вообще бред. Ну, это мы с Золотаревым об этом говорим, я не знаю, уже лет 20 точно. Потому что если уже хотите налоги, давайте подушный налог, давайте скажите сумму, на всех раскидаем и давайте заплатим. Тем более ходит такой не миф, вопрос, что физики и так платят налоги, когда ходят в магазины, когда они получают зарплату. Я с этими людьми говорю, ну вы так платите, платите уже подушные уже, если вы говорите, что вы платите. На самом деле они не платят нифига, платят предприниматели, которые должны работать, вот, созидать. Вот. Но я вот обращаюсь даже к тем, которые считают, что они платят. Окей, вы платите, так ничего не поменяется тогда, если вы все платите. Да, пришел там, фиксированную сумму раскидали на всех, заплатили. Да, все. да. Никаких же проблем. Просто все, математика, вообще никакой тебе... И окажется, что вы все станете богаче, совершенно неожиданно. Ну ладно, мы не будем говорить о том, что не видно. Поговорим дальше о том, что Давайте, видно. давайте. То есть мы можем долго об этом говорить, и на канале мы постоянно об этом говорим, сколько сэкономится денег вообще у людей, если не будет налогов в том виде, в котором он есть. Это ж бухгалтер, наконец, будет заниматься бухгалтерской работой, а не администрированием налогов. Сколько освободится у людей времени на работу, которая на производительность, просто только без отчетности и без налогов. Ну, не говоря уже обо всем остальном. Ну, это так. То есть смотрите наш канал, мы вам... Там куча видео есть по этому поводу, как оно все будет, Плохому научим. Если этого всего не будет. Ладно. Возвращаемся к новой почте. До 2025 года, я тут прочитал ваше интервью, что вы планируете на развитие международного бизнеса вложить 10 миллионов евро. Ну, это же копеечная сумма, по большому счету. Да, я думаю, может, даже меньше даже вложим. Потому что, например, известный американский стартап был, который WeWork, который, они всего лишь арендовали помещение под коворкинги. Они привлекли за 10 лет 12, ну почти 13 миллиардов долларов инвестиций под свой проект. А вы с 10 миллионами собираетесь 30 стран покорить. Причем на свои, не привлекая инвестиции. Ну, такие мы, жадные. Это ж невозможно. Мы жадные. И это возможно? Ну, такие маленькие суммы. Смотрите, возможно, невозможно покажет история.
Я на самом деле эту сумму вообще с потолка взял. Мне брали Понятно. мне Ага, и брали похоже, интервью и что- говорят, сколько вы хотите инвестировать. Тут рядом находилась маркетолог, я говорю, сколько мы хотим инвестировать? 10 миллионов. Я говорю, 10 миллионов. Вот, поэтому я, честно, я эту сумму не знаю. Вот, и я планирую даже уменьшивать. И все будет зависеть от того, как мы быстро сможем выходить на прибыль. Если мы выйдем на прибыль, мы с этой прибыли будем инвестировать дальше в развитие. Если прибыль будет, если будут убытки, конечно, они будут, могут жрать. И очень часто вот эти предприниматели виворки, они же называют инвестиции не вложение Да, даже в привлечение ремонт и денег. привлечение, а это сжигание убытков. Поэтому, когда идет разговор инвестиция, на самом деле это не инвестиция, это ну, просирать деньги, да, по сути, сжигать их они называют, burn money. Поэтому, если мы их не будем сжигать, вот, а мы, так как жадные, мы их не будем сжигать, то может и меньше сумма понадобится. Ну, потому что, например, Борисов, ну, ресторатор, Мгм. он, по его подсчетам, для того, чтобы открыть только ресторан, нужно где-то вложение $1000 на 1 квадратный метр ресторана. То есть, эти рестораны... Ну, и ресторан это серьезное производство, это серьезный завод, это очень сложное, это оборудование, это ремонт, дизайн, это мебель. Не, ресторан это гораздо сложнее. В отделении что там у нас? Там 5-4 рабочих места, тумбы, там 5 компьютеров, сканеры какие-то, вот какие-то есть полки. Вот, там, в принципе, все примитивно просто. То есть, Берешь коробочку, относишь коробочку. так. вообще странно, что у нас только одна новопошта в таком случае, если все так просто. Берешь коробочку, отнес коробочку. А новопошта всего лишь одна. Не, на самом деле их было очень много, просто люди что не интересуются этим. Вот, но в течение там, 20 лет ну, огромное количество компаний было. Огромное количество компаний. И в компании появлялись, пропадали, крупные игроки. Очень много крупных компаний пытались зайти на этот рынок, включая Фози. У них был Джастин, вот они тоже, они вышли как бы на этот рынок. И, извините, там денег навалом, и умные ребята, технологии, все, то есть для успеха все есть, понимаете? Поэтому вот есть государственный игрок, да, у которого тоже сзади там бездонные государственные заказы, что угодно, вообще не могут, что хочешь делать. То есть, поэтому много было. И были автолюксы, ночные экспрессы, и САТы, какие-то компании до сих пор существуют. Поэтому это так кажется, что нет конкуренции, не было ее или там, она была постоянно. Ну, не у всех Мы загортованы в боях нормально, так что... Я к тому, что просто все кажется так просто. А всегда чужой бизнес это просто. Что там пришел, тут снимал, тут повесил камеру. Что здесь сложного, понимаете? Ну, поэтому Вот. Причем инфо-цыгане... Чужие компании зарабатывают много, понимаете, и легко бизнес делается. Ну так если, так, как мне говорят, а вот зернотрейдеры там такие богатые, это все выжили всех фермеров, сами зарабатывают деньги. Но если так все просто, станьте трейдерами. Если так все просто, и зарабатывайте тоже такие же деньги. В чем проблема? Ну, поэтому же инфо-цыгане и эти бизнес-гуру пользуются популярностью, потому что они всегда могут рассказать, как легко сделать чужой бизнес. Да. И как надо делать. Как надо делать чужой бизнес. Это всегда очень хорошо. Главное, чтобы язык... Вообще меня удивляет, кто их еще слушает. Ну ладно, даже дело такое. Вместо того, чтобы слушать этих бизнес-гуру, изучайте австрийскую экономическую школу. И все будет гораздо проще. Но не важно. Потребители, да, этот клиент король. Хочет слушать, пускай слушает. Ладно, по поводу ваших отделений, у вас же есть в Украине инновационное отделение. Ну вот у меня 2 рядом отделения, обычные. Пока. Да, чем отличается инновационное отделение от обычного, и где можно посмотреть на инновационное отделение? Смотрите, инновационное отделение это означает там... Я понимаю, что это маркетинговое название. Да, там сделанный ремонт, там сделана новая мебель. Вот. А на самом деле у нас инновации идут всегда. Идут всегда у нас, и их так много. То есть на самом деле, как можно на этом клочке там, помещения делать какие-то инновации, да, когда у тебя просто коробочки. А там на самом деле можно делать сотни инноваций, и я еще знаю еще сотни инноваций, которые можно сделать, которые пока еще не сделали, руки не дотягиваются. Поэтому просто вот, открываешь одну дверь, а там 3 двери. Открываешь, заходишь в любую из них, там еще там 3 двери. Поэтому даже на нашем поприще поставим какие-то инновации, и вот я надеюсь, что скоро мы
оттестируем вообще бомбическое приложение. Там наше его секси называю, потому что его вау, как оно классно работает. Вот. Но мы сейчас его будем тестировать на Европе. Там тоже еще там очень много доработок. Ну тогда я вообще буду гордиться. А как европейцы воспринимают вот эти все... Ну, пока мы не знаем, да, приложение, что еще европейское не запустить. Смотри, ну... Потому что я... Почему вопрос, я прошу прощения? Потому что если... Ну, я сталкиваюсь с европейскими различными апками, приложениями, да, бизнес-приложениями. Они все достаточно примитивные и устаревшие морально. То есть даже дизайн этих приложений, как для нас, это... Ну, у нас настолько быстро все меняется и постоянно происходит, что когда ты открываешь там европейское приложение, любое, там банка, там какой-то услуги финансовые, там еще что-нибудь, ты на них смотришь, ну, как будто, ой, блин, это же было у нас лет 10, там, 15 назад, настолько старое и так выглядит ужасно, что это как-то... Как я уже сказал, у нас нет пока клиентов европейцев. То есть есть, но очень маленькое количество, поэтому мы пока не работаем на европейский рынок. Мы пока работаем на наш рынок, украинский. Мы идем за теми людьми, которые уезжали из страны многие-многие годы. Ну, а особенно в последний год. Ну, конечно, во время войны это, да, был такой массовый отток людей. И, собственно говоря, почему мы начали открываться? Потому что многие наши сотрудники оказались там. И они такие, раз там, а мы здесь. Ищите нам на работу. Ну, мы ж, ну окей, будем искать вам работу. Вот вам работа. Вот, поэтому мы вот в этом ключе даже в какой-то степени пытались трудоустроить своих сотрудников. Вот, и опять же шли к нашим клиентам. А когда ты открываешь Польшу, тебя стучат, пишут, письмами забрасывают. А откройте в Дании, а откройте в Британии, а откройте в Испании. А что ж вы такие... Что ж вы такие медленные? Мы медленные, уже, да. Мы уже живем. Я сам, честно говоря, такой медленный. Вот, я с ними согласен полностью, что мы очень сильно тормозим. Ну да, в Ирландии большая... Очень хочу в Ирландию, вообще очень хочу. Ну, в Ирландии, там, в Корке, кстати, очень много украинцев уехало в Корк почему-то. Никогда не был. Оказались в Корке. Ну вот последняя волна, там были вот условия для жизни, и там сейчас достаточно большая такая, уже диаспора сложилась в Корке. Ну там влажность высокая. Буду знать. Если что, нужно с собой брать дождевик. Хорошо. Как вы думаете, в чем, по-вашему, люди заблуждаются по поводу вашей компании? Какие основное заблуждение? Какое основное заблуждение по поводу моей компании? Ну, я даже не знаю. Ну, говорят первое, что у нас большие цены. Я с людьми согласен на самом деле, вот, и это моя самая большая боль. Вот, и я вообще в одно время запретил своим топ-менеджерам цены повышать, но они каждый раз приходят и рассказывают, что если они сейчас не повысят, мы обанкротимся. Вот, поэтому я даже не знаю, вообще та информация, которая есть о Новой почте в СМИ, она, как правило, правдива. Вот, мы нигде никогда не были замешаны никаких, и нас нигде не смешивают ни с чем. Вот, мы росли у всех на глазах, поэтому у людей нет, они все видели, они все видят, да, они могут сравнивать Новую почту сегодня и вчера. И поэтому, как это ни странно, но мне не попадаются в печати какие-то вот страшные несовпадения или ошибочные мнения компании. Вот не поверите, но такого редко бывает, когда там что-то рассказывают то, что вау, нет, такого не может быть, это неправда. Это не мы, вот редко такое появляется. Как правило, все говорится плюс-минус адекватно. Но там, кстати, еще это работает же и пиар-служба наша. Потому что она говорит о том, что если мы будем молчать, то говорить будут за нас. И говорить будут то, что они хотят. Поэтому, если мы хотим, в принципе, чтобы о нас говорили, как мы, в принципе, хотим, мы должны первые идти в коммуникацию, мы первые должны рассказывать о себе, мы должны быть прозрачными, мы должны много говорить, и тогда люди будут обсуждать то, что мы говорим, а не то, что мы не говорим. Да, поэтому именно так слухи рождаются, так и рождаются в целом неадекватное понимание какой-либо компании или каком-либо человеке, когда у него много темных пятен, он не занимается активными коммуникациями,
возникает дефицит каких-то знаний, да, там пробелов, информации о человеке или о компании, и начинают люди придумывать. Вот. А придумывают они, как в анекдоте, да, там начинаешь там с одного, а заканчиваешь там вообще там непонятно откуда. И так все рождается. Поэтому в этом смысле мы и с растем у всех на глазах, плюс у нас работало сотни тысяч людей. То есть я уже не знаю, скоро привет, я тоже работал на почте, да, там проходили через нас. Вот. Все клиенты работали с нами, и поэтому они тоже это все видят. Поэтому и отделения у нас открытые на самом деле. То есть мы как-то очень открытые для всех, мне так кажется. Вот. И много выступаем. Поэтому таких вот проблем коммуникационных со стороны общества я не наблюдал пока еще. А на ваш личный счет есть какие-то заблуждения? Заблуждения в отношении компании? Нет, лично Владимир Поперечный. Нет, тоже. Я вообще, смотрите, почему-то мне вообще как бы мало там в сети. Вот не скажу, что к сожалению, может и к счастью, потому что компания идет впереди, все имеют отношение с компанией, они не имеют дела со мной. Вот, поэтому я не являюсь ни лицом компании, там, то есть впереди меня идет компания. Она имеет отношение с клиентами, сотрудниками. Вот, и я нахожусь на бэкстейже, то есть как такой режиссер, да, там за шторами, меня не видно на самом деле. А вам не хотелось вот когда-нибудь взять и угомониться, сказать, что все, я заканчиваю, все, Да не нет, хочу, конечно. я устал, я ухожу. Нет, смотрите, усталости у меня не то, что нет, она наоборот, она у меня, в принципе, вот мотив очень серьезный. В том числе, включая там война, когда началась война, тоже это сильно дало таких вот сил, как бы уже там, даже если бы их не было, они бы не нашлись. Вот, потому что надо помогать и армии, и держать экономику, очень много чего надо. Вот. И я никогда не хотел остановиться. Вот. Единственное, что больше хотелось бы, конечно, заниматься экономикой. Больше, конечно, захотелось заниматься просвещением экономическим, вот, runованием мифов, да, потому что, к сожалению, они вот настолько вот плотно засели в головах людей, и это настолько тормозит наше общество, тормозит всю вот, экономику, в том числе тормозит страну, в которой я хочу жить и хочу видеть ее прекрасно. Вот. А вот это в голове это вот надо выбивать. Вот на это больше времени хочется выделять. Времени не хватает. Ну, на этом тогда сегодня заканчиваем. Большое спасибо. Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что тем, кто нас смотрел, почерпнули новое. Рынок большой. Вот вам уже сказали, можно приходить, занимать свое место и попытаться повторить новую почту. Или искать что-то свое. Потому что война все-таки это не повод останавливаться и садиться и грустить по этому поводу. А наоборот, нужно делать как можно больше, несмотря на то, что кто бы нам и не мешал. Ну, на этом все. Спасибо тех, кто забыл вначале сказать. Вот у меня неправильный YouTube-канал на самом деле. Потому что вначале я должен был сказать, те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Станет скучно, шлите деньги. Вернее, наоборот, если вам было весело, шлите деньги. Вот. Если скучно, тоже шлите деньги. Тогда и тогда, когда вы пришлете деньги, можете написать, почему вам было скучно и что нужно изменить. Мы открыты к предложениям, точно так же, как и Новая почта. Все, всем спасибо, до свидания и до встречи в следующий раз.